Есть место, где ты в один день идешь по пустынным меловым горам. На следующий день ты оказываешься на озере среди хвойного леса. Вечером ты попадаешь в пустыню на песчаный бархан, а уже утром стоишь на краю глубокого каньона. И это место – Казахстан. Любое путешествие начинается с города. Признаться, я не особый любитель городов, поэтому не закладываю на них много времени в поездке. Прилетев в Алматы, я прогулялся по парку Панфилова, популярному месту отдыха среди местных жителей. Здесь расположена одна из достопримечательностей города – Вознесенский кафедральный собор. Он знаменит тем, что является одним из самых высоких в мире деревянных храмов. И в целом это очень красивый памятник архитектуры. В парке кипит жизнь. Люди прогуливаются по аллеям, дети играют на площадках. А если немного притаиться, то можно увидеть и других жителей города. Но чтобы увидеть весь город за один вечер, есть только один способ – это посмотреть на него с высоты птичьего полета. Для этого я поднимаюсь по канатной дороге на Коктебе, гору, у подножья которой раскинулась Алма-Ата. Здесь располагается одна из визитных карточек города – телебашня Коктебе. Ее высота составляет внушительные 370 метров. А тот факт, что она стоит на вершине горы высотой 1130 метров, делает ее одной из самых высоких телебашен в мире. Но для меня все же красота этого места в другом, а именно в видах, которые открываются на город. Отсюда Алма-Ата видна как на ладони. Видно, как дороги пронизывают ее тело словно вены, по которым течет кровь в виде машин, наполняя город жизнью. А вокруг города видны горы, которые словно стражники охраняют его покой. Уже завтра начинается мое путешествие, но сейчас я, стоя на вершине Коктебе, хочу насладиться моментом, почувствовать себя здесь и сейчас. На этом и заканчивается мой первый день в Казахстане. Первым пунктом моего путешествия стало озеро Исык. Несмотря на схожесть названия с Иссык-Кулем, это озеро скромнее по размеру, но не менее очаровательное. Расположенное на высоте 1700 метров среди гор, оно по-настоящему заслуживает внимания, привлекая своей тишиной и умиротворяющей красотой. Дорога к Исыку из центра Алма-Аты – это около 70 километров пути, который на автомобиле займет 1,5–2 часа. Несмотря на относительно небольшое расстояние от города, оказавшись здесь, ощущаешь себя в дикой природе. По пути тебя окружают лес, горы и, конечно же, воды озера. Глядя вокруг, тяжело поверить, что ты находишься в стране, большая часть территории которой – это степи. Смешанный лес вокруг озера постепенно переходит в хвойный, поднимаясь вверх по склонам гор. А на земле то тут, то там видны пятна первого снега, хотя на дворе только самое начало октября. Кажется, что ты приехал не на юг, а в какую-то северную страну. Исык – пример того, что природа может как давать, так и отбирать. Озеро образовалось относительно недавно по геологическим меркам, примерно 8–10 тысяч лет назад. В результате обвала горной породы была образована естественная плотина на реке, которая со временем наполнила его водой. Но 7 июля 1963 года произошла трагедия.
Из верховья реки Иссык на горе Жерсай сошел огромный селевой поток, который полностью разрушил плотину и даже изменил русло реки. Были масштабные разрушения, погибло много людей, а озеро было опустошено. Трудно представить, что всей этой красоты больше не было, и мы могли навсегда лишиться этого прекрасного памятника природы. Но правительством было принято решение вернуть людям озеро, и к началу 90-х годов работы по восстановлению плотины были завершены. Озеро постепенно начало возвращаться, и сейчас оно практически вернуло себе весь объем, который был до трагедии. Находясь здесь, на берегу прекрасного озера, в окружении гор, ты как будто бы должен ощутить вечность природы. Но именно Иссык как нельзя лучше напоминает, что у всего есть свой жизненный цикл. И если нам посчастливилось на своем пути встретить что-то прекрасное, то нужно просто поблагодарить за это судьбу и насладиться моментом. Поблагодарив Иссык за его красоту, которой он со мной поделился, я отправляюсь дальше. И на смену воде приходит другая стихия. Природа Казахстана уникальна тем, что вот только что ты был на горном озере, где уже выпадал первый снег, а проехав всего 300 километров от него, ты попадаешь в совершенно другой ландшафт. Посреди бескрайней степи, как будто из ниоткуда, вдруг вырастает огромная песчаная дюна. Я прибыл в национальный парк Алтын-Эмель к Поющему бархану. Поющий бархан – это совершенно уникальный природный объект. Благодаря своему расположению между двумя горными системами и постоянной эрозии ветров, он сохраняет свою форму и положение на протяжении тысячелетий. Высота гребней дюны составляет до 150 метров, а в длину бархан простирается на 3 километра. Преодолеть эти 150 метров до вершины определенно требует некоторых усилий. Песок под ногами проваливается. Сильный порывистый ветер становится перед тобой стеной. Но виды, которые дарит этот путь, стоят каждой капли пролитого пота. А оказавшись на вершине, перед тобой открывается невероятная картина. В этом уникальном месте соединяется степь, пустыня и горы, формируя совершенно завораживающий пейзаж. Уникальность этого бархана заключается еще и в том, насколько быстро он восстанавливает свою форму. Во многих странах ходить по склонам дюн запрещено, потому что это приводит к их расползанию. Но здесь, спустя всего 20 минут, ветер полностью стирает следы человека. Это по-новому раскрывает суть понятия вечность. Песчинки, постоянно двигаясь, сменяют друг друга, но бархан стоит на одном месте тысячелетия. Интересное свойство природы. В Алтын-Эмеле меня ждала особенная ночь. Ночлег в юрте, традиционном жилище кочевников. Это не просто способ укрыться от ветра и холода. Это настоящее погружение в культуру казахских степей. Внешне юрта выглядит как скромное строение, но войдя внутрь, ощущаешь уют и тепло, которым она окружает своих обитателей. В этом небольшом пространстве продумано все до мелочей.
Круглое отверстие в центре крыши, шанерак, пропускает дневной свет и позволяет ночью любоваться звездами. А прочный каркас из дерева, покрытый войлоком, надежно защищает от непогоды. Юрта – это не просто дом, это символ казахского быта и уклада жизни. В этом круглом пространстве чувствуешь связь времен, словно касаешься чего-то древнего, унаследованного от предков, которые веками кочевали по этим степям. На этом мой первый день в Алтын-Эмеле заканчивается. После ночи в юрте я отправляюсь дальше на восток, вглубь национального парка Алтын-Эмель, двигаясь по дороге посреди степи, которой нет конца. Пейзаж как будто бы не меняется, и кажется, что ты стоишь на одном месте. Но вот на горизонте уже начинают проступать силуэты гор. И вновь смена пейзажа просто поражает воображение. Всего в 100 километрах от поющего бархана стоят горы Актау. Каждая вершина – это миллионы лет наслоения меловых, песчаниковых и осадочных пород, которые придают горам Актау такое разнообразие красок. Буйство цветов на этом поистине неземном пейзаже поражает. Белый, красный, желтый, зеленый. И все они слоями легли на одну вершину. А последующие тысячелетия ветра оставили на склонах глубокие морщины. Кажется, что жизнь давно покинула эти места, но и здесь остались свои обитатели, которые смогли приспособиться к этой суровой природе. Если вам хочется побывать в по-настоящему историческом месте, ощутить ход времени, то трудно представить себе место лучше этого. Ты ступаешь по древним горным породам, которым сотни миллионов лет, которые в масштабах человеческой жизни стоят вечность. Смотришь на бескрайнюю степь, по которой прошли тысячи поколений кочевников, и представляешь, как кто-то из них стоял на этой же вершине и также смотрел вдаль, любуясь вечностью. Но каждый год, каждый день, каждую минуту ветер выдувает более мягкие породы, постепенно изменяя облик этих гор. И несмотря на то, что этим горам уже сотни миллионов лет, наши дети увидят их уже немного другими. К слову, пустынность этого места может быть обманчивой. Несмотря на то, что сейчас все вокруг выглядит иссохшей пустошью, стихия здесь может быть разрушительной. Когда идет дождь, вода с гор сотнями потоков устремляется вниз с огромной скоростью. Русло реки моментально наполняется водой, а со склонов сходят селевые потоки, снося все на своем пути. Но именно благодаря таким природным процессам мы получили настолько уникальный ландшафт гор Актау, как будто тело очень древнего великана, испещренное морщинами, указывающими на его возраст. Горы Актау – это настоящий геологический музей под открытым небом. На них, как в книге, написана история этого края. Это место силы, куда стоит приехать, чтобы ощутить вечность. Но мой путь ведет меня дальше. Всего в 300 километрах от Алтын-Эмеля находится другой уникальный природный памятник. Неповторимый Чарын. Это величественный каньон, который простирается на почти 160 километров вдоль реки, словно молнией рассекая степную гладь. Подходя к каньону, не сразу можно оценить его масштаб, но став на самом краю, ты видишь все его величие. У основного русла каньона, который идет вдоль реки, есть несколько ответвлений. Одно из таких ответвлений называется Долина замков и является популярным пешеходным маршрутом. Здесь на протяжении тысячелетий ветер и дождь создавали причудливые скульптуры, которые стоят теперь словно башни сказочных замков. За каждым поворотом открываются новые виды, не похожие на предыдущие. Каждый метр здесь – это отдельная картина, которая стоит того, чтобы быть ее зрителем. Глядя на эти скалы, представляя, сколько всего они видели,
осознаешь, насколько мал человек по сравнению с природой, которая его окружает. Протяженность маршрута долины замков составляет примерно 3 километра, которое вполне можно пройти пешком за час, и завершается он на берегу реки Чарын. Во многом благодаря именно ей мы имеем это чудо природы. На протяжении миллионов лет она прокладывает свой путь через эти породы, создавая уникальные ландшафты, которые поражают воображение. И сегодня она все так же продолжает свое дело. Даже в самые жаркие дни Чарын остается полноводной рекой. Немного отдохнув на берегу и освежившись в ее водах, обратный путь я прошел по дну каньона. И с этого ракурса становится абсолютно понятно, почему это место называют долиной замков. Высеченные ветром каменные столбы стоят сторожевыми башнями, наблюдая за каждым проходящим путником. По пути ты преодолеваешь массивные каменные валы. Проходишь немного дальше и оказываешься у узких крепостных ворот. Кажется, что вот-вот из-за них выйдут стражники, чтобы спросить у очередного путешественника, куда он держит свой путь. А сразу за воротами открывается вид на внутренние стены замка. Каждый шаг по дну каньона напоминает, что ты находишься в сердце древней природной крепости. Тишина здесь удивительно глубокая, лишь изредка нарушаемая эхом порыва ветра и шорохом песка под ногами. Кажется, что время в этих местах замедлило свой ход, позволяя каждому мгновению стать частью вечности. Таким было мое путешествие по Казахстану, прекрасной стране великих степей и гордых кочевников. Я посетил лишь небольшую его часть, но успел увидеть многое. Я шагал по осенней листве в горном лесу и по сыпучим пескам поющего бархана. Я шел по мокрому песку на устье реки и по иссохшей земле в настоящей пустыне. Я заглянул в бездонную синеву горных озер, стоял на вершине в древнем каньоне, глядя на мир с высоты веков. И был у подножья гор, ощущая всю их мощь. Я встречал закат посреди бескрайней степи на склонах песчаной дюны и смотрел, как садится солнце в одном из крупнейших городов Средней Азии. Таким я запомню Казахстан, страну, где каждый день переносит тебя в новую стихию.